Привет. Это видео выходило в целом достаточно долго, но у меня были на то причины, мне нужно было переехать, поэтому в целом думаю, что можно продолжить YouTube деятельность. И у меня есть такая вот интересная задумка по поводу того, чтобы брать рендеры Microsoft и пытаться их воссоздать именно в блендере. Почему я так решил сделать? Потому что, во-первых, ранее уже у меня был подобный опыт создания туториалов с рендерами, как у Microsoft. И в целом мне нравится то, что они делают. Я думаю, очень многим нравится то, что они делают, поэтому давайте просто в целом пытаться повторять. Выведем это как-то в отдельную рубрику. Пока что у нее рабочее название — это рендери как Microsoft, и потом будут просто какие-то нумерации, там 1, 2, 3. Вот, а по превью уже будет понятно, о чем идет речь. Так что давайте начнем. И на днях я нашел у Microsoft вот подобный рендер. Мне он откликнулся, потому что я, в принципе, делал еще что-то похожее в предыдущем уроке и подумал, что многим это может показаться сложным. Ну и в целом, не отходя далеко от предыдущей темы, мы могли бы просто в целом попытаться воссоздать вот данный эффект, данный рендер данного сердца. И в целом тут все достаточно доступно, но при этом, например, та же самая форма сердца, она не такая уж и простая, как может показаться на первый взгляд. То есть мне перед началом этого видео пришлось тоже поискать туториалы, как бы получше сделать сердце, но, честно говоря, я ничего хорошего в целом не нашел, чтобы можно было сделать за достаточно короткое время. Поэтому я примерно для себя сделал такой легкий пайплайн по сердцу, по форме сердца. Вот, поэтому давайте начнем. Включил сразу screencast keys, чтобы вы видели то, что я нажимаю. Так, и давайте, что мы будем делать. Начнем мы с того, что мы возьмем куб, который у нас есть в сцене. Если вы там все удалили, Shift-A, добавляем куб. Семерочку на нумпаде, чтобы перейти в вид сверху, и нажимаем R. Z 45, чтобы повернуть этот куб по оси Z на 45 градусов. Затем переходим с помощью таба в режим редактирования и выбираем вот эти два верхних фейса, вот эти. Вот. И теперь мы нажимаем Alt-E, Extrude Individual Faces, чтобы сделать экструд вот таким вот образом. И нажимаем на клавиатуре единицу, чтобы вот мы на один шаг сделали этот экструд. Затем просто Enter. Вот, и теперь мы сделали вот такой вот экструд, который уже напоминает нам сердце. Что мы делаем теперь? Ctrl-A, Scale. И теперь нам надо выбрать вот эти грани, чтобы их сгладить. Давайте вид сверху. Ctrl-B. И вот так вот добавляем сегментов. Вот, да, думаю, вот столько хватит. И как вы видите, я вот тут их сближаю, вот эти точки. И пока вот у меня не начнутся артефакты, вот тут они начинаются, я их размещу. То есть достаточно близко, вот если вы тут посмотрите, достаточно близко друг к другу, чтобы просто их слить. Merge A, M, by distance. И вот тут мы покрутим этот вот фактор с зажатым шифтом, пока мы не сделаем слияние точек вот в этом месте. Я так посмотрю, оно произошло, поэтому супер. Мы сделали то, что нам надо. Вот такая вот базовая форма сердца у нас есть. Ctrl-A, Scale. Теперь что мы делаем? Мы нажимаем Tab и выделяем Shift-Alt и клацаем просто по вот этой грани, чтобы ее по кругу выделить. Давайте вот так вот. Все, мы ее выделили, но вот эти внутренние части мы не выделяем. Затем делаем Ctrl-B и вот так вот делаем Bevel. Пока у нас вот эти части, давайте вот так покажу. Пока вот это внутреннее у нас соединение, оно не станет слишком близко друг к другу. Вот примерно в такой вот позиции. Все. Теперь A, M, by distance, чтобы слить слишком близкие вещи. И вот тут нам надо перейти в режим выделения вертексов, нажав 1, выделить вот тут два вертекса, нажать M, Add Center. И вот здесь M, Add Center, чтобы слить их и относительно их центра. Вот такое сердце у нас теперь есть. Теперь давайте RX90, чтобы повернуть по X. Shade Smooth. И теперь нам надо его немножечко, вот, ну, даже не немножко, но сжать вот таким вот образом. Ctrl-A, Scale.
Хорошо, можно даже еще чуть-чуть. Давайте вот так вот. Ctrl-A Scale. Затем я Shift-Alt нажму и клацну по вот этой вот петле. И сделаю тут тоже bevel на 3 сегмента в целом. Точнее, на 3 петли. Вот таким вот образом, чтобы у меня никогда не пропадал вот этот вот, скажем так, вот эта острота, да? Вот. Теперь вот такая вот топология по сердцу у нас есть. Что нам теперь надо сделать? Нам надо сделать ей ремеш. Ну, давайте Shift-D скопируем куда-то в сторону. Нам надо сделать ремеш, чтобы добавить больше сегментов для создания симуляции одежды и для того, чтобы нам было удобнее выделять вертексные группы. Переходим вот в данную вкладку. Object Data Properties, затем Remesh, Quad, Quadriflow Remesh. И давайте поставим количество фейсов, например, я думаю, 6000 должно быть достаточно. И нажимаем ОК. Ждем. Ждем, пока оно выполнится. И вот такой ремеш у нас произошел. Нажимаем Tab и видим то, что у нас в целом достаточно неплохая сетка, которая позволит нам сделать хорошую симуляцию одежды. И позволит нам нормально выделять все вот эти вещи. Но надо сделать Shade Smooth. И, возможно, давайте попробуем просто Smooth Corrective. Only Smooth нажмем. Да, чтобы подсгладить немножечко вот эту всю историю. Фактор на 1. Так, ну просто чуть-чуть более гладким сделаем. А ну-ка, Apply. Ну и да, мы сгладили вот саму нашу вот эту вот топологию. Хорошо. Теперь что мы делаем? Не забываем сохраняться. Теперь нам надо взять и создать нормальные вертексные группы, которые будут примерно повторять форму того, где у нас вот эти вот подушечки будут, как сказать, оставаться в глубине. То есть примерно я вижу, что у меня вот есть какой-то огромный квадрат здесь. Я буду пока что выделять только с передней стороны, потому что сзади мы ничего видеть не будем, поэтому я в целом думаю, что это можно там такие оставить будет. Давайте вот так вот. Нет, так плохо видно. Выделяем какую-то часть. Давайте вот отсюда. Зажимаем Ctrl и клацаем. Давайте вот, я думаю, сюда. Потом клацаем Ctrl сюда, чтобы продлевать. Вот как видите, мы продлеваем выделение. Так, а ну-ка. Даже еще больше. Даже давайте вот сюда. Потом, наверное, сюда. Куда-то вот сюда. И с зажатым Ctrl. Так, нет, это далеко мы. Давайте вот сюда. И с Ctrl зажатым замыкаем вот этот вот круг. Можно зажать Ctrl и выделить вот эту часть, чтобы снять с нее выделение. Хорошо. Теперь мы переходим в Object Data Properties, вертексные группы. Нажимаем плюсик, чтобы добавить новую группу. Нажимаем Assign. Давайте смотреть дальше, как у нас это все тут выделено. Потом я вижу два вот таких больших и один маленьких. Ну, по сути, можно два вот тут квадрата тоже довыделить. Как мы это сделаем? Давайте вид спереди. То есть, по сути, надо как-то... Надо просто сейчас придумать. Не обязательно прям делать такую же форму. Так, секундочку. Select, просто чтобы увидеть, что у меня тут выделено. Не обязательно прям повторять такую же форму, но я думаю, было бы неплохо. Давайте вот сюда выделение. Давайте вот так сюда. Затем куда-то пойдет вот сюда. Вот сюда. Так, вид спереди. Как тут у меня? Ну, это далеко слишком я уже завел как-то. Снимаю, Ctrl зажимаю и выделяю то, что мне не надо. Давайте вот так вот. Введу вот так зажатым Ctrl. Так, почему ты не хочешь? Так, секундочку. Вот, все есть. Так, клацаю. Вот, думаю, что сюда. Сложно смотреть, на самом деле, на эту сетку, в плане того, что по ней сложно ориентироваться. И вот так вот. Ctrl, Assign, Select. Теперь мы вот так вот это все сделали. Ну, давайте тут теперь такой маленький квадратик тоже сделаем. Пока что мы выделяем места для того, чтобы сделать нашу основную форму вот этого выдавливания, да. Так. Я думаю, что можно куда-то сюда. Сюда. Нет, это даже далеко. Пытаемся делать плюс-минус ровные какие-то вещи. Так, Assign, Select. Вот вижу то, что у меня вот тут вот такое вот странное несовпадение идет. Мне надо вот отсюда, я думаю, вот сюда, куда-то вот сюда сделать. Нажать Assign. Давайте выделим.
Мне вот тут еще надо 3 штуки. Так, select. И вот это, вот это remove. Опять select. Так, секундочку. Select. Чтобы снять, чтобы увидеть вот эти грани. Remove. Так, и вот это. Remove. Select. Смотрю, вот тут еще есть. Вот тут. Так, вот эти. Remove. Чтобы снять с них, чтобы убрать их из этой вертексной группы. Select. Так, вот тут 2. Assign. Затем опять нажимаю Select, чтобы увидеть. Вот тут 3. Assign. Теперь Select. И вот тут 2. И нажимаем Assign. Так, теперь просто смотрим Select и увидим то, что мы вот так вот все это понавыделяли. Хорошо. Что у нас там еще было? Так, вот тут. Ну и по сути тут один такой массивный квадрат. Ну давайте примерно так же и выделим этот квадрат. Пойдем мы, наверное... Так, пока что сложно мне решить. А ну-ка, секундочку. Так. Наверное, вот отсюда. Нет, давайте вот отсюда. Так, вот, думаю, вот так. Ctrl. Так. Давайте вот сюда. Ctrl. Просто сейчас выбираем места для создания нашей симуляции. Давайте вот сюда и нажму Assign, просто чтобы посмотреть, что мы успели уже выделить. Вот, я вижу то, что мне надо вот отсюда идти вот сюда. Так, нет, вот сюда. Assign. Так, и теперь Select, чтобы выделить все. Тут снимаю, Remove. Так, Select. Так, тут лишнего снялось. Снова Assign. Попытайтесь не запутаться в этих вещах, потому что в целом это не так уж и сложно, но просто в этом легко запутаться. Так, хорошо. В принципе, это то, что нам надо. Теперь бы я хотел только взять и, наверное, что сделать? Вид сверху. Взять нож. К. Нажать К, чтобы взять нож. Затем X, чтобы по оси X. Нажимаю X. И C на клавиатуре, то есть S полумесяц. И вот так вот провожу посередине, чтобы сделать посередине разрез. Enter. Потому что у нас тут такого вот не было, он нам нужен. Вот, и мы сделали вот такой вот разрез. И его тоже ассайним, чтобы у нас... Ну, в общем, дальше вы увидите, почему мы так сделали. Так, хорошо. Хорошо. А теперь что нам надо сделать? Теперь надо добавить симуляцию одежды. Давайте close. Так, и теперь мы добавим pressure. 5, пятерочку сюда пока что напишем. Даже давайте не пятерку, а 10. Затем shape и выбираем в pin группу нашу группу. И shrinking factor мы пишем здесь минус 0.3. Вот так вот. И давайте запустим пробел. Вот. Вот такое вот вздутие у нас вышло. И как вы видите, у нас это все ограничилось по тем местам, которые мы только что добавляли в вертексную группу. Хорошо. Что у нас здесь есть? Давайте добавим сверху еще один Subdivision Surface. Даже 2. Вот таких вот. Что бы я сделал еще? Я бы, наверное, сильнее пытался как-то это все дело надуть. Наверное, мы могли бы поэкспериментировать, конечно, с разными материалами вот здесь. Но я не буду, наверное, это делать. Давайте просто поэкспериментируем с pressure. Давайте 20. Давайте запустим. Так, ну да, оно стало теперь более таким интересным по форме. Так, смотрю, что здесь. Так, Shade Smooth. Ну, как вы видите, сзади мы не выделяли ничего, поэтому оно вот таким вот и осталось. Но нам вид спереди только важен. Вот. И в целом мы плюс-минус повторили вот эту вот форму, но вы можете поиграться с этим, скажем так, чуть-чуть подольше. Ну, в плане не подольше, а просто выбрать именно ту форму, которая вам нужна. Так, хорошо. В принципе, мы можем еще что сделать? Мы можем качество повысить, я думаю, Quality Steps до 10. Давайте
Вот так вот. Хорошо. Что мы теперь сделаем? По сути, основную форму вот этого сердца мы сделали. Давайте Mesh, Plane. И сделаем ему фон. Заэкструдим вот эту вот часть по Z. И сделаем Ctrl-B. Вот таким вот образом. Тут протяну немножко вверх. И вот так вот опущу Shade Smooth. Хорошо. Вид спереди. И добавляю камеру. Давайте камеру вот так вот добавим. Опять же таки, вот тут мы можем что еще сделать на самом деле? Мы можем взять, также вот здесь сделать вот такой вот деталь, которая бы лучше показывала то, что это именно... Вот как видите, тут есть вот это вот акцент на вот этой остроте. В принципе, давайте его тоже попробуем добавить. Нам нужно всего лишь взять, я думаю, что вот пустить по вот этой линии через центр. Давайте попробуем так сделать. Мы перейдем опять же таки в вертексную группу. Select. И видим то, что у нас по центру тут ничего не выделено. Давайте Select. Так. И вот отсюда мы пойдем вот так вот вниз. Затем пока что Assign. Давайте попробуем вот это запустить. Вид спереди. Ну да, тут видите, теперь более острая вот эта часть. Мне кажется, оно в целом поприятнее. Мы даже можем... Может быть, вот это выделение снять. Ну ладно, пусть пока будет. Как я уже сказал, вы можете сами подобрать нужные для вас места для вот этих вот для вот этой вертексной группы. Так, запускаю симуляцию. Вот, хорошо, вот так вот. Я бы сделал еще что? Опять же таки, продублировал бы в сторону. Просто чтобы сохранить бэкап какой-то. Так, и... вот на этом месте я бы взял и просто уже применил бы вот эти все вещи. Вот, давайте. Так, секундочку. Apply. Apply. Хорошо, все. Вид спереди. Вот это давайте спрячем. Так. Ну и буквально чуть-чуть повернем, буквально капельку. Хорошо, вот у нас теперь появилось вот такое вот сердце. Теперь нам надо на него накинуть материалы и добавить освещение. Давайте вот так вот разделим вот здесь. Затем Shader Editor добавим. Сразу перейду в рендер и тут выберу Cycles, GPU. Так, Denoise, соответственно. И сейчас начнется куча шумов от моего ноутбука, ну ладно. Затем мы добавляем Sunlight. Давайте его вот так вот покрутим. Я думаю, вот таким вот образом будет нормально. Добавим силу 4. Ну, это будет 4000 у нас получается, да. Может, мы сейчас можем еще покрутить, чтобы найти более интересный угол. Также angle мы сделаем, давайте, 12, чтобы более мягкие тени у нас были. Может быть, какой-то вот такой вот угол мы выберем. Сразу же в Color Management я поставлю Medium High Contrast. И в кривых здесь чуть-чуть его потяну на низ. Хорошо. Выбираю наш фон. Добавляю новый материал ему. И давайте выберем примерно какой-то голубоватый цвет, как у нас это было на референсе. Давайте вот так. И вот так. Я считаю, что это красивый очень фон получился. Затем выбираем само наше сердце. И тут мы добавляем несколько нот. Color рампа. Затем Gradient Texture. Затем Mapping. Так, и Texture Coordinate. Так, Texture Coordinate. Вот, затем подключим, я думаю, что давайте Generated к вектору, вектор к вектору. И Color к фактору, и затем фактор к Base Color. Так, градиент у нас появился в целом. Давайте плюсиками добавим несколько еще пинов дополнительных. Но тут я вижу, что он не совсем повернут у нас правильно. Поэтому надо найти вот, я думаю, что минус 45, да? Или мы можем просто 0 сделать. Здесь Ctrl-A Rotation, да? И тут теперь, так, я предполагаю, что по X, нет, не по X, по Y на 90 градусов. Все, супер. То, что нужно. И теперь нам надо просто подобрать те же самые цвета. Видим зеленый, голубой,
Давайте зеленый, голубой, розовый, оранжевый, красный. Давайте сразу вот такой вот зеленый. Затем вот такой вот голубой. Потом мы ищем розовый примерно, я думаю, что примерно вот такой. Можно красноватого добавить вот здесь чуть-чуть. И затем там такой был прям насыщенный оранжевый. Хорошо, мы добавили нужные нам градиенты. Мы можем также взять их чуть-чуть подкорректировать. Выбрать, какой цвет у нас будет больше акцентным. Поправить это все по ползункам. Давайте вот тут больше зеленого чуть-чуть. Может быть, он будет чуть более салатовым. Также мы можем добавить ноду Hue Saturation Value. Hue Saturation Value. И, например, value сделать 1.3, чтобы сделать светлее. Или давайте 1.1 ограничимся. Вы можете сразу же Saturation увеличивать или уменьшать. Также можно сразу же играться с Hue, чтобы это все не переделывать по 100 раз. Так, тут я бы изменил, наверное, на вот такой вот цвет. Хорошо. Что нам теперь нужно сделать еще? Может быть, мы вот это удалим? Так, а ну-ка. Тут вот так вот сделаю. Давайте вот так оставим. Теперь нам бы стоило в целом, может быть, металлик на 0.1, чтобы больше блеска было. Shift-A и добавим Area Light сверху. Давайте вот так вот, вот таким вот образом. И силу здесь сделаем 90, чтобы сделать вот такой вот симпатичный подсветку такой вот сверху. Продублируем и повернем вот с этой же стороны, но чуть-чуть уведем назад, чтобы сделать вот такой вот подчеркивающий свет с этой стороны. Можно даже чуть-чуть буквально его уменьшить. Теперь, что мы можем еще сделать? Теперь мы можем взять, добавить Noise Texture. Давайте Noise Texture. Затем Color рампу. Не забываем сохраняться. Фактор к фактору. Color к roughness. Так, и давайте пытаться сделать нам интересный roughness. Нажимаю Ctrl-Shift и клацаю на Color рампу, чтобы видеть, как это все работает здесь. Давайте подтянем эти ползунки. Вот таким вот образом. Затем roughness увеличим. Деталей больше сделаем. Прям порядком больше. Давайте вот так это все подтягиваем. И затем классно Ctrl-Shift на Principal BSDF. И как вы видите, у нас вот такой вот симпатичный roughness, какой-то, ну, лужу какую-то напоминает, да. Я бы, наверное, только не совсем черный делал, чтобы он был не совсем глянцевым. Буквально чуть-чуть подтяну. Вот так вот. И то же самое сделаю с вот этим белым. Чуть более темным его сюда сделаю. Может быть, еще подтянуть вот здесь стоит. Давайте посмотрим издалека. Да, это создает вот такой вот интересный эффект с дополнительными деталями на этом рендере, который у нас тут появился. Конечно же, мы можем еще регулировать Noise Texture, увеличивать его или уменьшать. Но пока что мне это нравится. И в целом это все. Мы повторили тот рендер, который у нас был у Microsoft. Но тут только немножко нам надо там поиграться с цветами. Вы можете порасставлять это все, как вам более это все будет симпатично. Там давайте вот тут более розовый, чтобы прям как мы видим это на рендере, да. Вот какой-то такой цвет. Вот тут тоже немножечко давайте как-то поярче это все. Вот что-то вот такое вот сделаем. Вот. Ну и, соответственно, вы можете также вот в кривых здесь, например, немножечко вот так подтянуть и сделать это еще красивее. В целом у меня это все. Пожалуйста, дайте мне в комментариях понять, интересно ли вам будет то, что я буду повторять, то, что мне нравится в рендерах Microsoft, и переносить это в Blender. И дальше мы уже будем, скажем так, я буду делать выводы из того, что буду видеть у нас в комментариях. И, собственно, буду делать следующие ролики. Если вам что-то было не совсем понятно, тоже напишите в комментариях. Конечно, я вас, скажем так, прошу прям совсем базовые какие-то вещи, наверное, не спрашивать, потому что если вы вот какие-то прям совсем базовые вещи не понимаете, то вам лучше начать с чего-то другого. Ну или же все же, если вы хотите это сделать, то заходите к нам в группу, ссылка есть в
на моем канале. И там 100% вам или я, или еще кто-то поможет. На этом у меня все. До следующих видео. Пока.